Привет, дорогие друзья. Это видео будет посвящено тому, что говорит Путин, потому что мы очень много посвящали тому, что говорит Зеленский. Надо посмотреть, что говорит и оппонент также, потому что от этого много чего зависит. Ибо мы уже разбирали эти все треки по поводу, как говорят, треки по поводу мирных переговоров. Все, что-то давно не разбирали. И я вам говорил о том, что в офисе президента всерьез готовятся к встрече с Путиным. Как это тупо не звучало тогда, когда я это сказал буквально неделю назад. И вот оказывается, что и у Путина не прочь встретиться там с Зеленским, но на определенных условиях. То есть, и давайте эти условия разберем, и давайте об этом поговорим. Но для начала я хотел бы начать с другого. Как вы знаете, из Украины сбежал министр национального единства, вице-премьер-министр Чернышов. Он покинул Украину. И я уже читаю в прессе, там, в частности и в российской прессе, от Зеленского сбежал министр и так далее. Чтобы все понимали, что происходит, я объясню. Потому что это не от Зеленского он сбежал, потому что это министр Зеленского. Это ближний круг, самый ближний круг. Министр Чернышов, не просто какой-то министр. Этого министра к Зеленскому привел 5 лет назад некто Миндич, один из ближайших кошельков семьи. И они очень близки с Зеленским. Их жены посещают вместе мероприятия, дружат, он постоянно бывал у них дома и так далее и тому подобное. Но ввиду того, что Миндича взяли через родственника, в общем, родственника этого Миндича взяли за задницу сейчас, и Национальное антикоррупционное бюро Украины начало копать против министра Чернышова. И накопало нормально. Дело в том, что ребята воровали, вполне себе пользуясь крышей Зеленского и офиса президента, даже не особо скрываясь. А НАБУ, созданная американцами, такая структура, которая не очень-то и подчиняется офису президента, как это ни странно, в Украине. Она создана таким образом, что более того, даже детективы НАБУ весьма автономные. У Зеленского сейчас шок, у Зеленского ярость и шок, потому что НАБУ подобралась очень близко, его попке сейчас горячо, очень горячо. Сначала Миндича, теперь Чернышова. На Чернышове огромное количество активов. На Чернышове много схем. На Чернышове криптокошельки семьи. И Чернышов сейчас звонит из Австрии, или там куда он убежал, в Киев и говорит: решайте вопрос. Алло, давайте решим вопрос. Иначе я тоже со своей стороны буду действовать, если меня НАБУ продолжит прессовать. Зеленский хотел взять под контроль НАБУ, и они пропихнули туда на руководителя Семена Кривоноса, некого Семена Кривоноса. Фишка в том, что Семен Кривонос ранее находился под уголовным преследованием, причем за чистую коррупцию. Вот так вот, да, назначение это вызвало шок. Но дела закрыты, поэтому как будто и не виноват. На самом деле, один из руководителей офиса президента, а именно Олег Татаров, накопал эти дела, поднял их и объяснил Кривоносу, возможно, через людей, возможно, не лично, что эти дела можно легко реанимировать. И тогда Кривонос возглавил НАБУ, он, получается, его мошонка в руках офиса президента, он возглавляет НАБУ. Но полностью взять под контроль всех детективов НАБУ у Кривоноса не получается. Он не может это сделать, а НАБУшники при этом взяли за мошонку ближайшее окружение Зеленского. Зеленский пару недель назад, я вам сказал, что была истерика в офисе президента, и он требовал, сучил ножками, распустить НАБУ, разогнать НАБУ. Вы представляете, и вот сегодня, как только исчезает министр, и вот сегодня зарегистрирован в парламенте комиссия, которая будет расследовать возможную коррупционную деятельность антикоррупционных органов. Там прямо не указано, что это НАБУ, но это именно против НАБУ. Руководитель Сергей Власенко, Тимошенковский, заместитель Максим Бужанский. Они будут расследовать и найдут коррупцию в рядах НАБУ. Зеленский хочет уничтожить орган, который подобрался к его ближайшему окружению и от которого его попки горячо. Как на это отреагируют на Западе? Они говорили о том, что борьба с коррупцией идет успешно, в частности, ссылаясь на НАБУ. Американцы, я думаю, не порадуются этому. Не порадуются. С другой стороны, американцам уже плевать, что происходит в Украине, им вообще до лампочки. Европейцы подмахнут любому решению, хотя в шоке будут все кулуарно. Ибо все понимают, что НАБУ сейчас разгоняют только потому, что НАБУшники подобрались к коррупционному окружению самого Зеленского и к его собственным
денежным активам, которые он накопил за войну вот так вот. Кому война, кому мать родна. Поэтому с интересом наблюдаем, что же они там дальше будут делать. Реально распускать НАБУ? Ну давайте. Теперь по поводу Путина и его заявлений. Вы знаете, что в России, в Питере сейчас проходит Международный экономический форум. И там состоялась встреча Путина с журналистами. Были вопросы об Иране. Он ответил, что иранские подземные ядерные объекты, которые собираются бомбить США, пока что уцелели. В стране происходит консолидация вокруг политического руководства. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну и объясняет, что лучше бы сейчас было найти возможность утихомирить это все мирным путем. Это бы позволило Ирану себе спокойно развиваться, а Израилю ничего не бояться. Ну вот как-то таким образом развести стороны. Вопрос прозвучал от журналиста из Германии. Путин проехался по Германии. Он сказал, что прекратили контакты с Москвой сами же западные политики, могут вернуться к диалогу, и тот же Мерц, если захочет поговорить, то всегда может позвонить. Господин федеральный канцлер хочет позвонить и переговорить. Я уже много раз об этом говорил. Мы не отказываемся ни от каких контактов, и мы всегда к этому открыты. Тем не менее, Путин основательно проехался по руководству. Фактически назвал страну соучастницей боевых действий против России, потому что немецкие танки использовались во время вторжения в Курскую область. Скажем, в Курске там немецкая техника была. На российской земле. Сейчас обсуждается передача ракет «Таурус» для ударов по исконной территории РФ. Применение их возможно только при непосредственной поддержке немецких военных и разведки. Ну и вообще он говорил о том, что вы там сначала у себя разберитесь там с заработными платами и чем-то там с рабочими местами, что такое, да, а потом типа лезьте. В таком плане передача «Таурусов» просто уничтожит последние отношения между странами. Германия отказалась от российских энергоносителей, теперь немецкий автопром гибнет. Volkswagen погибает, Porsche погибает. Про автопром он сказал. Автопром и рабочие места. Мол, типа сначала с этим разберитесь. То есть это заметно всему миру, то, что происходит на самом деле в Германии, то, как идет самоуничтожение. Поэтому здесь вопросов нет. Дальше он прошелся по всему Североатлантическому блоку. Он не считает перевооружение НАТО серьезной угрозой для России, так как Россия, по его словам, страна с самодостаточной военной машиной. Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности. Но при этом он категорически отрицает главную формулу, для чего проводится это перевооружение, что Россия, мол, намеревается нападать на страны НАТО. Потому что у стран НАТО военный бюджет превышает вообще все, что можно превысить. И россказни о том, что вдруг Россия внезапно собирается напасть на НАТО, выглядят в немалой степени фантастическими. А нужны они, по его мнению, исключительно для того, чтобы раздувать военные бюджеты, для того, чтобы на них наживались. На базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков. Чтобы при этом еще и оправдывать собственные экономические проблемы, выбивая деньги с налогоплательщиков. Просто ли так он это сказал? Просто ли для того, чтобы заявить «мы миролюбивые»? Нет. Я думаю, что это сигнал для тех сил в Европе, которые абсолютно не согласны с центральным курсом Брюсселя. Он посылает им сигнал, дает им возможность для аргументации. В последнее время протрезвели немецкие социал-демократы. Сейчас усилилось то крыло их, которое выступает против эскалации, за переговоры и разоружение. Но только вряд ли кто-то им поверит, когда они решили в свое время спасать шкуру Зеленского. Скорее всего, это все-таки пас для альтернативы для Германии, и для других подобных сил. Путин берет отсчет начала кризиса в отношениях с Западом с 2014 года, когда представители стран Европы подписали сделку между украинской оппозицией и Януковичем. Отношения между Россией и Западной Европой, он начался с 2014 года. Но эта сделка не привела ни к чему. Янукович поверил в то, что они будут там посредниками и так далее. После этого, по официальной историографии, Янукович вдруг сошел с ума, сказал: снайперы, стреляйте и так далее. А Запад за этим наблюдал и призывал к
к эскалации. При этом, что при Обаме никто не скрывал, что Майдан финансировали. Они потратили несколько миллиардов. Потом Киев начал применять тяжелое вооружение и авиацию, о чем сейчас почему-то не вспоминают, для борьбы со своей собственной территорией, взбунтовавшейся на Востоке. Потому что на Востоке посчитали, что если можно этим, то нам же тоже можно. Не без участия хотя бы ментального, конечно же, российской стороны, но тем не менее они всегда были плотно связаны. Я всегда это называл гражданской войной и продолжаю называть это гражданской войной. Не надо мне рассказывать о вторжении миллиардов российских войск в 2014 году на Донбасс. Но я думаю, что никто этого и рассказывать в здравом уме сейчас не будет. При этом 8 лет Российская Федерация не признавала Донбасс частью Российской Федерации, давая возможность Украине договориться с Донбассом, каким-то образом воссоединиться с вышедшими регионами, но украинские власти открыто заявляли, что не собираются выполнять Минские соглашения. А впоследствии западные лидеры признаются, что 8 лет были использованы для перевооружения Украины, а никто не собирался никаким мирным способом ничего решать. Обманули и надули. Надули. Просто нагло обманули. И Меркель потом сказала, да и все, в общем-то, сказали, что вот это был хитрый ход. По поводу аннексии Крыма Путин считает, что придолбаться здесь формально ни к чему, что, мол, западный мир устанавливает определенные правила и потом сам их нарушает. Когда был создан косовский прецедент, было нарушено все. Правила вы пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Первая же статья Устава ООН при этом предусматривает право народов на самоопределение. И в прошлом Международный суд ООН под давлением США принял решение, согласно которому одностороннее отделение части государства не противоречит уставу организации. То есть не важно, что на этот счет думает политический центр. Но и в этот момент очень расстроился, наверное, президент Сербии Вучич, который недавно впервые с начала войны посетил Киев. Одно время, во время обсуждения стамбульских договоренностей предусматривалось то, что будет предоставлен сухопутный коридор в Крым, и при этом варианте из Херсонской и Запорожской областей россияне уйдут. Потому что Киев постоянно угрожает взорвать мост, им необходим коридор. Мы могли бы подумать о каком-то суверенитете Украины, но при обязательном сервитуте, то есть право проезда, прохода по суше в Крым. Но затем было принято решение о присоединении 4 областей, и теперь это, как они говорят, неотъемлемая часть Российской Федерации. Все, это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации. Видимо, это ответ на звучавшее недавно компромиссное предложение о заморозке по линии фронта и возвращении Украины Запорожской АЭС и ряда других территорий. Как и предупреждали, каждое следующее предложение хуже предыдущего, которое было отвергнуто Киевом. За окончательный развал Минска прямую ответственность несет Зеленский и его миньоны Резниковы, которые в 2021 году зачем-то готовились деоккупировать территории, сочиняли законы, чтобы наказывать жителей освобожденного Киевом Донбасса. Зачем? Потому что планировалась военная операция по хорватскому сценарию или как? Или Зеленский собирался на выборы 24-го пиариться и рассказывать, что в свою вторую каденцию он вернет Крым. Зачем это надо было делать? То есть, вы же помните эти все законы, что там учителя подпадали под технички какие-то в школах и так далее. Пугали. Но если он не собирался делать ни того, то он просто идиот и провокатор, который сам себе напровоцировал колоссальных проблем. Если бы только себе, но и всей стране. Самое время перейти к стамбульскому треку. РФ готова к продолжению переговоров на основе стамбульских договоренностей. Еще в 2022 году стороны были готовы к сделке. На столе лежал проект, который касался вопросов денацификации, территорий. И он вроде как устраивал и Россию, и Украину. Мы нашли такие формулировки, которые в целом устраивали и нас, и Украину. Проект предусматривал гарантии безопасности для Украины от нескольких стран, сокращение ВСУ, статус Крыма оставался за скобками. Но те, кто желали продолжения эскалации, продолжения войны, забраковали это и выбрали войну до последнего украинца. Сейчас те же страны требуют возвращения к мирному процессу. Наверное, потому что у ВСУ не очень хорошая ситуация. Путин оперирует такими цифрами, комплектация подразделений 47%. Несмотря на массовый принудительный призыв, потери превышают объемы мобилизации. Число дезертиров растет. Власти планировали призвать 18-летних, но что-то не получилось.
Ну, вы знаете, я вот ничего не придумал. Поверьте мне, это абсолютно объективная информация. Ну, сейчас укомплектованность подразделений 47%. Ну, здрасте. ВС РФ, по его словам, наступают на всех фронтах. Это не совсем так. Не наступают на всех фронтах. Но мы не можем сказать ни одного участка, где уверенно наступали бы вооруженные силы Украины. На гуманитарном треке ситуация улучшилась. Россия отдала 6 тысяч украинских солдат, готова вернуть еще 3 тысячи. Киев передал 57 человек. Печальные, трагические цифры. Но тем не менее, это какая-то вещь гуманитарного характера. Официально, правда, пытаются внушить прямо на телеканалах, что россияне подбрасывают в мешки собственные трупы, а некоторые делят на несколько частей. Тіло ділять на частини і кожну частину рахують, як передано нам окремо. Ну, смотрите, я не знаю, каким образом они это определили, с учетом того, что только проверка ДНК со стороны Киева будет занимать, при таком объеме, год минимум. Как бы там ни было, Москва готова продолжать контакты при условии, что Запад не будет подталкивать Киев к бойне. Ближайшая встреча может состояться после 22 июня. МИД РФ это подтвердил, не называя, впрочем, точных сроков. Возможно, временные рамки связаны с тем, что 24-го стартует саммит НАТО. И тональность разговоров в Турции может повлиять на решения, которые там будут приняты. Непонятно, поедет ли туда Зеленский. Его рожей не хотят раздражать Трампа, я уже вам объяснял. Вот. Офис президента осознает сложность ситуации, через соцсети мотивирует партнеров принимать не формулировки, а конкретные решения, хотя им никто этого не обещал. Путин ответил американскому журналисту на вопрос о том, что после массовых обстрелов на Соломенке там обвалился подъезд дома. Говорит, атаковали военные объекты, поскольку одна из целей СВО – демилитаризация Украины, то есть лишение ее возможности иметь угрожающие для России силы. Это возможно двумя способами, либо нанесение ударов, либо соглашение. Мол, 3 года назад возможно было соглашение, но Запад тогда этому помешал. Они выбросили эти договоренности в помойку, как я говорил, и решили воевать с нами до последнего украинца. Позиция Путина по возможной встрече с Зеленским осталась прежней. Он обвинял украинское политическое руководство в превращении в террористическую организацию, которая атакует мирное население. Но все же может провести переговоры с ним при необходимости. Только есть 2 нюанса. Первый, это должна быть завершающая встреча, то есть чтобы финализировать договоренности, а не вести дискуссии. Я даже готов встречаться. Но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, так, а поставить точку. А я напомню, что Зеленский только на встрече на высшем уровне готов обсуждать вопросы территорий. По всей видимости, рассчитывая на свой талант дипломата, рассчитывая на то, что он сможет таки прогнуть Путина или там взглядом его как-то, или так далее. И второй вопрос, второй нюанс этой встречи, возможной с Зеленским, это легитимность. Ибо подписывать договоренности, финализированные договоренности, должна персона, которая имеет легитимность. Подпись должна стоять легитимных властей. Иначе это, знаете, придет следующий и скажет, и выбросит это все в помойку. Таким образом, не может быть Зеленский, потому что это будет противоречить заявлениям самого Кремля. А если это будет не Зеленский, вернее, если это будет Зеленский, и он нелегитимный, тогда эти договоренности будут ничего не стоить. Если же это будет кто-то другой, кто Стефанчук, правильно? Но для этого Зеленский должен будет сложить свои полномочия, а должны будут, если это не Стефанчук, то должны будут проведены быть выборы, а это значит, в любом случае он должен уйти, проведены выборы, он не будет выпускать власть из своих ручонок даже на день, не говоря о каких-то более серьезных сроках. Поэтому, может быть, это завуалированный отказ от встречи с Зеленским. Но для начала в любом случае необходимо ввести в действие прекращение огня, которого ждут уже 100 дней, а Россия отказывается от прекращения огня, пока не дождется значительных уступок по территориям, не расширения НАТО и так далее. Похожая ситуация с Трампом. Путин польстил ему, сказав, что при нем война на самом деле не началась бы. А может быть, если бы Трамп был президентом, может быть, действительно бы этого конфликта бы не состоялось. И сказал, что заинтересован во встрече, поскольку заинтересован в скорейшем завершении конфликта, но только если встреча будет подготовлена и закончится позитивным результатом. А вот это уже комплиментом никак не назвать. Здесь читается 3-й строкой то, что Трамп берется за многое, но немного у него получается.
Что он как бы хватается и за то, и за то, и за то. А хорошо бы, чтобы что-то было доведено до конца. Позднее в Кремле уточнили, что сначала должна быть проделана домашняя работа по устранению раздражителей. В частности, американская сторона отложила переговоры по нормализации отношений. Скорее всего, связано это с событиями на Ближнем Востоке, из-за которых дипломатам стало не до того. Общее впечатление. В Кремле уверены, что время играет на их стороне. В Кремле абсолютно уверены, что контроль над фронтом находится у них в руках, и это мало отличается от объективной реальности, которая происходит на фронте. В Кремле очень выгодно, как это странно не звучит, но заваруха на Ближнем Востоке говорит о том, что Штаты точно отвлеклись. А с учетом того, что вооружение в ВСУ закончится уже к концу лета максимум, это значит, что время на самом деле играет на руку Кремля. Встречи в Стамбуле также это просто тянучка. Максимум, что там будут делать, это опять какие-то меморандумы взаимные и гуманитарные какие-то вопросы решать, опять передавать тела и так далее. Кремль уверен, что время играет на Кремль и на то, что украинские вооруженные силы полностью ослабеют. К концу года уже будет понятно, случится ли военный коллапс. Потому что вооружения реально будет не хватать. Европа не сможет заменить американскую помощь. А американцы сейчас увлечены другими вещами. Они и без этого уже собирались прощаться. А тут еще Ближний Восток как подарок Кремлю. Поэтому продолжаем наблюдать. Вот такая вот позиция у руководства Кремля. Пока.